Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусного пасхального кулича. Этот кулич я готовила в прошлом году на праздник Светлой Пасхи. В рецепт бабушки я внесла небольшие изменения, так как тесто буду замешивать в планетарном миксере. Готовлю опару для кулича. В миску кладу 50 грамм прессованных дрожжей. Если у вас быстродействующие сухие дрожжи, то возьмите 15-17 грамм. Дрожжи я замораживала, и они у меня разморозились не полностью. В миске 230 грамм сахара. Из общей массы в дрожжи добавляю 2 столовые ложки и лопаткой перетираю дрожжи с сахаром. Так дрожжи быстрее проснутся. Добавляю 250 мл теплого молока. Температура молока примерно 38 градусов. Перемешиваю лопаткой до однородности. Добавляю 200 грамм просеянной пшеничной муки и перемешиваю венчиком. В опару я добавляю сильную муку. В 100 граммах моей муки содержится 14 грамм белка. Вот такая консистенция опары получилась. Накрываю миску пищевой пленкой и отправляю примерно на 10-15 минут в теплое место. У меня это духовка с включенной лампочкой, чтобы дрожжи проснулись и начали работать. В дежу-миксер отправляю 7 яиц категории СО комнатной температуры. Кому интересно, вес яиц 408 грамм. Добавляю оставшийся сахар и 2 пакета ванильного сахара общим весом 20 грамм. Перемешиваю до посветления и появления пены. Конечно же, это тесто можно замесить руками, а яйца взбить ручным миксером или венчиком. К яйцам добавляю подошедшую опару. Так как венчик на миксере я заменила на крюк, перемешиваю опару с яйцом венчиком до однородности. Добавляю 800 грамм просеянной пшеничной муки высшего сорта. Всего я просеяла 1 килограмм муки. Потом посмотрю, сколько ее уйдет. И перемешиваю 5 минут на минимальной скорости миксера. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Скребком снимаю тесто с крюка и очищаю стенки миски. Перемешиваю 5 минут на второй скорости миксера. Здесь у меня 1,5 столовые ложки коньяка. Можно вместо коньяка использовать ром. 1,5 чайные ложки сухой цедры апельсина и пол чайной ложки соли. Отправляю все это в тесто. Эта смесь у меня настаивалась примерно час. И перемешиваю 5 минут. И добавляю сметанно-масляную смесь. Здесь 100 грамм сметаны жирностью 20% и 200 грамм растопленного сливочного масла жирностью 82%. Все продукты комнатной температуры. Перемешиваю на первой скорости миксера, постепенно добавляя муку. В этой миске 200 грамм муки. Скорее всего, я ее добавлю не всю. Добавляю 200 грамм изюма. Его я предварительно залила горячей водой, помыла и просушила бумажным полотенцем. Перемешиваю на первой скорости миксера еще 10 минут. Руки смочила подсолнечным маслом и очищаю крюк и держу миксера от теста. Замешиваю на первой скорости миксера, пока тесто не начнет наматываться на крюк. Муку в тесто больше добавлять не буду. У меня ушло 920 грамм пшеничной муки высшего сорта и 200 грамм сильной муки, которую я добавляла в опару. То есть всего муки ушло 1 килограмм 120 грамм.
Снимаю тесто с крюка. Теста много, поэтому я его разделила между 3 мисками. Миски накрыла пищевой пленкой и отправляю в теплое место, примерно на час-полтора. Тесто должно увеличиться в объеме не менее чем в 2 раза. Коврик для теста смазала подсолнечным маслом. Тесто поднималось чуть больше часа. Выкладываю тесто из первой миски на коврик и обминаю, чтобы выпустить лишний углекислый газ. Вот такое тесто у меня получилось. Взвешиваю его, чтобы распределить по формам. У меня есть бумажные формы для кулича на 500 грамм теста. Взяла 497 грамм теста, обминаю его и подкатываю в шарик. Изюм, находящийся сверху теста, убираю вовнутрь, чтобы он не подгорел при выпечке и не испортил верхушку кулича. Заполняю тестом форму, смазанную подсолнечным маслом. Диаметр этой формы 13 сантиметров. С тестом из других мисок процедуру повторяю. Обминаю тесто, подкатываю, убираю изюм, находящийся сверху, и раскладываю тесто по формам. Общий вес теста 2 кг 520 грамм. Формы диаметром 11 сантиметров кладу по 320 грамм теста. Всего я заполнила 8 форм. 2 формы диаметром 13 сантиметров, 3 формы диаметром 11 сантиметров и 3 формы диаметром 8,5 сантиметров. В этих формах примерно по 186 грамм теста. Противень с формами отправляю на расстойку в духовку с включенной лампочкой, примерно на 1 час. Затем, не вынимая формы из духовки, буду выпекать куличи при температуре 160-170 градусов в режиме вверх-вниз. Вторую партию куличей буду выпекать в уже разогретой духовке. Достала готовые куличи из духовки и остужаю их на решетке. Глазурь буду наносить на полностью остывшие куличи. Куличи в формах диаметром 13 см выпекались 45 минут. В формах диаметром 11 см выпекались 35 минут, а в формах диаметром 8,5 см выпекались 25 минут. Чтобы сэкономить время, я использовала готовую глазурь на желатине и готовила ее по инструкции производителя. Эту часть из видео я вырезала. Ложкой наношу глазурь на куличи. И пока глазурь не застыла, прикрепляю к ней готовые сахарные фигурки. С остальных куличей я сняла бумагу, чтобы потеки глазури выглядели красивее. Эти куличи я украсила сахарными фигурками и фигурками из меренги. Для себя я решила, что надежнее готовить глазурь самой, так как глазурь второго производителя оказалась ужасного качества. Она полностью стекла с куличей. И мне пришлось готовить глазурь самостоятельно и наносить ее поверх готовой глазури, которая оставила после себя некрасивые потеки. Так что время в итоге я не сэкономила. На этом куличе готовая глазурь. И как видите, она выглядит не очень. Но это хотя бы осталось на куличе, хоть и с пробелами. Отдирать от куличей фигурки я не стала. Эти куличи мы съели сами, а те, что поменьше, я раздала. Но, несмотря на не очень привлекательный внешний вид, куличи получились вкусные. Бумагу с куличей, конечно, лучше не снимать. Так куличи дольше не будут черстветь и останутся мягкими. Чтобы не задеть украшение из сахара, я разрезала кулич не очень ровно. Вот так он выглядит в разрезе. Тесто плотное, пористое, но при этом достаточно влажное, как у бабушки. Эта глазурь не крошится. Рекомендую вам приготовить куличи на этом тесте, они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!